Доброе утро, земля. Ночь прошла хорошо. Я очень выспалась, прям отлично. Утро обещает быть хорошим. В палатке прям тепло. Вижу, что светит солнце. Я уже на маршруте и поднялась немного наверх. А тут, оказывается, такая прикольная стоянка наверху есть. А я и не знала. И виды шикарные с этой стоянки. Бабочки летают. Здорово. Такой красавчик. Крупные цветы такие красивые. Куда ни глянь, вот все вокруг меня окружает курумник и небольшой лес. И знаете, в который раз убеждаюсь, что все-таки одной ходить намного приятнее. Идешь себе своим темпом, хочешь, остановился, посмотрел, камеру поставил, снял. Там не надо ни от кого отставать, потом догонять или наоборот ждать кого-то. Идешь себе своим темпом, о чем-то думаешь. Главное, каким бы темпом я ни шла, я же из-за съемки медленно иду. Я все равно, в принципе, дохожу за день, докуда мне нужно. Так зачем бежать, не понимаю. Вот некоторые бегут все куда-то. Зачем бежать, непонятно. Я, например, иду в поход, чтобы понаблюдать, помедитировать, подумать, вот на эти шикарные виды посмотреть. А у кого-то, видимо, цель просто пробежать. Понятно зачем. Вторая скала, она намного больше первой. Вот она первая, с другой стороны, она вот так выглядит. Башенка такая. И кажется уже не такой огромной по сравнению с этой. Я не знаю, есть ли название у этих скал. На карте почему-то не написано ничего. Просто камень написано. Как красотища. А вокруг просто вот так вот. Просто курум везде. Кедры в основном. И все. И вот несколько скал вот так стоит посреди. Представляете? Вот такая я маленькая по сравнению с этими скалами. Огромными. Я просто муравей. А вот так эта огромная скала выглядит со стороны. С другой стороны я ее уже обошла. Совсем другой вид. И кажется, что уже другая скала. А теперь гадайте, вот как это все образовывалось. Кто-то говорит, что мегалиты, кто-то там что-то сочиняет, какие-то научные истории. Кто что говорит. А я верю, что это природа все формирует. Не знаю, видите ли вы, а я вот здесь лицо вижу мужское, вот в профиль. Видите, да, вот борода, подбородок, вот нос, вот тут глаз, а это волосы. Прям видно. Кто-то смотрит куда-то вдаль. А это вот эти маленькие камушки. Ну типа маленькие, на самом деле не маленькие. Блинчики такие. Насколько это эти блинчики выше меня. Чтобы было понятно. Только по сравнению со мной можно понять. А, ну вот я теперь вижу, что это рыба.
лежит, типа такая, да, вот голова, вот хвост. Либо рыба, либо кит. Я уже иду через этот лес, который видела издалека. Идти тут вообще комфортно. Есть такая небольшая узенькая тропочка. Как будто бы козья, но это, конечно, походники здесь ходят. Вот. На карте нет тропы, а по сути есть небольшая. Ее сложно разглядеть, но можно при желании. И вот уже скоро я подойду к скале. Но мне еще наверх надо к ней подняться. По-моему, сфинкс называется. Кстати, насчет одиночных походов. Я вот их никому не рекомендую, потому что, да, одной хорошо, но это опасность большая. Если вы не готовы, и у вас нет опыта, и вы боитесь, лучше одному никогда не ходить. Это обязательно приведет к каким-нибудь проблемам или последствиям. Вот. Ну и я тоже же не всегда хожу одна. Я тоже считаю, что иногда надо с кем-то ходить, но только надо выбирать человека, с которым тебе комфортно, с которым вы более-менее подходите друг к другу. Вот. И это тоже определенный опыт, коммуникация какая-то. Общаться же тоже иногда надо, правильно? Не все время же одной ходить. Ну, мне, конечно, одной комфортней. Но и я не отрицаю каких-то совместных походов. Но желательно для меня не больше одного человека, чтобы был со мной. Вот. Если уже больше двух, например, это уже толпа для меня. А сзади-то какая красота! Там эти все скалы видно в ряд. Обалдеть, как красиво! Точно рыба. Рыба. Даже глаз есть. Прям, знаете, хочется вот сюда залезть и вот на этой площадке покушать, посидеть. Но, к сожалению, мне еще рано кушать, и я не могу терять время. Не совпало с обедом. Так бы реально залезла туда. У меня впереди гора, которую мне предстоит перевалить. Помнится мне, что там приличный подъем, хоть и выглядит маленькой. Но так-то это ерунда. Это не сравнить с перевалами в Виергаках. Просто обычный подъем. Прям до самого озера нигде не будет воды. Вот. У меня полный термос такой теплой воды и бутылка воды 800 миллилитров. Этого и то мало, потому что еще зависит от того, какое время года. Вот сегодня повезло, жара, но в то же время хочется пить все время. Я много терплю, потому что экономлю воду, чтобы мне хватило на весь маршрут. Такая интересная скалка по дороге. Маленькая, даже на карте не указано. Интересно, у нее сверху крышечка такая. И посерединке еще наверху камушек лежит. Интересная композиция. А у меня все по классике жанра. Я уже 2 вот таких горы поднялась. Ну, как всегда, знаете, типа поднимаешься такой, думаешь, ну, поднимешься сейчас и все, а там еще гора, а за горой еще гора, и вот это уже 3-я. Еще до нее дойти надо. Потом подняться, и не факт, что там еще горы не будет. Не, ну как вот этот камень держится, а?
Скажите, как он держится? Как будто сейчас скатится. Представляете, были дожди, и как-то вот лужица не высохла. Можно умыться. Как приятно. Вы не представляете. Соль хоть с лица смыть. Я думаю, что тут даже и попить можно. Очки Фу, сразу как хорошо стало после жары. Кажется, что как бы вот обойти бы, а везде одинаково приятно. Полезу, наверное, в лоб. Вот так вот позади меня. Я немного пролезла уже. Ну вот это все, в принципе. И вон те скалы, где я была. Так взглядом кажется близко, я уже так долго иду. В таких местах самое страшное — это живой камень. Они не сильно дохоженные и идут везде. Знаете, живой камень — это шаткий камень. Наступаешь, кажется, что твердо, да, поверхность. Наступаешь, а он будет шататься. Ты можешь упасть или ногу подвернуть, или, не дай бог, сломать или что. Поэтому в таких местах надо прям медленно и очень аккуратно идти. Поднялась в 3-ю гору, а там 4-я. И не факт, что за ней нет 5-й. Курица. Курица, ты что, не боишься? Я наконец-то поднялась наверх. А тут такая тундровая тайга. Тундра, короче говоря. Такая тайга. Ведь тайги не видать. Так небольшие кедрики торчат. И все в камнях. И вот дошла я до очередной скалы. Называется Баян. Почему Баян? Не знаю. Интересное название, конечно. Возможно, с какой-то стороны похоже на баян. А может, звуки какие-то определенные издает при ветре, например. Время почти 2 часа. Я уже есть очень хочу. Я думаю, что я сейчас остановлюсь где-нибудь в полу этой скалы. Найду где-нибудь укромный какой-нибудь уголочек с тенечком и поем. Вот такой уголок я себе нашла. И то он частично в теньке. Хобу где-то не могу достать. Взяла, подстелила этот бурдюк для воды. Вот он для чего еще пригоден. Он плотный такой, двойной. У меня просто чуть-чуть теплая вода. Я ее специально маленько совсем подогревала, чтобы не горячая была. Протеиновая печенька, манго с сушеным ананасом, папайя. Тут у меня все. И сушки. Это весь мой обед. Такая жара сегодня. А тут снега еще полно. Представляете? Прям на солнце вроде лежит и не тает. Обалдеть. Я иду на ту гору. Не на ту, а куда-то вон туда. Вообще озеро вот в той стороне. Но подъем где-то, наверное, вот тут будет. А потом туда. Скорее всего, это так. Ягель высох. Вот так вот я иду и хрущу им. Все приходится топтать, потому что троп тут нет, идешь как попало. Черемша, черемшулька. Опа.
Кстати, как она рвется, она как будто бы еще вкусненькая. Легко рвется, не жесткая. О. Вкуснятина. Мне вот еще штатив приходится его между ног ставить, когда откусываю. Кто-то меня спрашивал, какой вкус у черемши. Она похожа на чеснок домашний, вот зеленый с огорода, но намного вкуснее и нежнее. Я вообще черемшу обожаю. Она бывает раз в год, запастись ее нельзя. Ну, ее невозможно, там, знаете, можно заморозить, но это будет уже не то. То какие-то там, то сало ест, крутит салом, но я не ем. Вот только раз в год могу поесть вот так или салатик. Вкусняшка. Кстати, черемши тут очень много. Очень много. Везде все в черемше. Сегодня, кстати, очень сильный ветер. Но из-за того, что жара, он прям спасает. Вон там снежники видно. Это я оттуда спустилась. Оттуда спустилась. И вон туда буду подниматься. Снимать это не буду, потому что заряда прям крайне мало. Я уже иду фиговую тучу времени. И такие вот эти горы, они такое ощущение, что они, во-первых, друг от друга отдаляются, а во-вторых, от меня. В общем, вот так вот где-то я буду переваливать между, ну, считай, близко к этой горе и далеко от той. А потом, походу, туда и вниз. Вот. А вот с той горы я спустилась. Кажется, что она близко, а там вот эта яма, и там просто трындец. Я очень долго там шла. Кажется, близко все вот так вот, когда смотришь. А когда идешь, рельеф очень сложный. И на самом деле время очень много убиваешь. Я уже иду в трусах, короче говоря, потому что жарко. Нафиг мне этот загар под шорты, под бриджи. Вот иду голыми ногами такая. Уже и бейсболку надела. И думаю, что я раньше не сняла. Бриджи так хорошо продувает. Капец, как классно. Никого нет, я одна. Хоть вообще голая иди. Ну, я же иногда снимаю. Тут это люди-то возмущаются у меня тут некоторые, что я голая. То купаюсь, то загораю, то еще что-нибудь. Тут я, представьте, голая буду идти и снимать. Смешно. Ой. Уберите детей от экрана. Короче, на солнце изнуряющий очень переход дается. Но за счет сильного и такого слегка прохладного ветра легче идти гораздо. Вот если ветра не было, я бы, наверное, умирала бы вообще шла. Потому что, ну, мега жарко. Я думаю, на солнце за 30-35 где-то так. Может, даже выше. Чисто случайно. Я не знаю, что за птичка. Блин, давай фокусируйся. Иду и вылетела прямо из-под ноги. Я решила посмотреть, такие яйца, как шоколадные. И надо быстрее уходить, иначе они остынут. Я ж не специально, но иду. Шагнула и прям, видимо, возле гнезда ногу поставила. И она как выпорхнет. Такая серая, как воробей. Блин, забыла. Может быть, это... Я не буду гадать. Но я сняла очень-очень быстро. Я думаю, она сейчас вернется. Да и жара на улице. Яйца не успеют остыть. В общем, эта гора Алат называется. Это самая верхушка ее. А я как бы нахожусь сейчас в седловине между двух вот этих гор. Но когда наверху уже стоишь, они горами такими не кажутся. Я еще не на самом верху, еще подъем идет. Но уже такой пологий. И вот это все, это черемша. Просто вот поле черемши, елки-палки. Ё-моё, ну там где-то черемица вон виднеется между ней. Вот, например. Вот черемица, а вот черемша. Короче, тут почти всю дорогу вот такая вот растительность. И идешь, а где-то прям вот выше колена. И ноги проваливаются. Вот. И из-за этого, особенно в гору поднимаешься, когда очень тяжело идти. И где-то вот эта вот ива карликовая. Где-то рододендрон, где-то они выше, где-то ниже. Кусты, вот это все. И идешь, проваливаешься. Где-то камни попадаются, да, вот такие. И ты на них попадаешь ногой случайно. Получается, ты то резко наступаешь, то резко проваливаешься. Нифига себе.
И как мне спускаться? Наверное, туда куда-то надо идти. Я по снегу не пойду, это очень опасно. Привет всем! Я на камне на огромном стою. Вот мои длинные ноги. И я такая огромная. Капец тут снега. Я, кстати, включила там камеру, чтобы снять, ну, какой обрыв резкий. А потом смотрю, снег еще. Я не ожидала. Вон те скалы, на которые завтра иду. Чтобы дойти до озера сегодня. Привет всем. Капец. Это мне вот так вот еще вниз спускаться. И вот так куда-то туда. И где-то там озеро. Алине просто захотелось по снегу немножко пройтись. Знаете, он такой довольно твердый. В принципе, можно было и по нему пройти. Но очень скользко, можно укатиться. Может, и хорошо, что я кругом обошла. Но мне еще спускаться вниз. Я просто хотела снега. Как классно. Ой, как хорошо. Ой, классно. Ой, теперь легче идти. Не, по снегу точно был не вариант. Вот я сейчас стараюсь ровно держать. Видите, какой скат сильный. Резкий очень спуск. Тут можно покатиться сильно, а снег скользкий. Он твердый такой. И убиться об эти камни. Вот. Я сейчас вот тут по Куруму спускаюсь. Тоже очень резкий спуск. Очень медленно спускаюсь. Первая стоянка. Следы цивилизации людей. Хотя тут вообще, блин, ни троп, ничего вообще нет. Просто такая жесть. И главное, далеко от воды, до озера еще прилично идти. А смысл делать так стоянку, если рядом вообще воды нет. И тут вот запасы. Еды кто-то понаставлял. Не понимаю, зачем это делать. На солнце все лежит. Вот там печенье, рыбки. А тут всякие крупы и масло. Все на солнце, это ж портится, оно долго не будет храниться. Зачем столько тащить, потом бросать? Ну, высыпьте в костер, да сожгите это все. Еще удивляюсь, как тут медведь не добрался. Какие-то дикие животные, может, не так давно оставлено. Потому что это, во-первых, привлекает дикого зверя. Во-вторых, ну, это маловероятно здесь. Кому-то спасет эта жизнь. Потому что, во-первых, тут мало людей ходит. А во-вторых, это все испортится на солнце. Оно, наоборот, вред будет приносить. Можно так травануться этим всем. Наконец-то озеро я тебя вижу. И вот просто до последнего не видно. Конечно, зря я получается, вот такой кружиной сделала, огромный. И вот в итоге пришла к озеру. А в прошлый раз я спускалась где-то, ну, где-то там, короче. И оттуда такой вид на озеро сверху открывался красивый. А я, получается, это все проворонила. Там просто очень сложный рельеф. Очень сложный спуск, но мне кажется, даже там я бы добралась до озера гораздо быстрее, чем таким кругом. Ну, теперь буду знать, будет мне урок, так сказать. Серебрится так озеро, красиво переливается на солнце. Оно ледяное. В прошлый раз, когда я там была, я купалась со льдом, со снегом и со льдом. Вот озеро, и к нему просто не можешь подойти, офигеваешь до последнего. Где-то там отмечено место под палатку. И я никак, вот она тут в 20 метрах, я никак не могу вот дойти, потому что вот эти вот камни огромные. Везде такие переходы сложные. Вот. И вот шатки такие все, они же не хоженые, но мало. Вот так вот, такой рельеф, вот такие вот горы, вот там вот наверху где-то я шла. Представляете, озеро в какой глубине находится. Просто очуметь. Я не представляю, как первооткрыватели вот это все открывали. Представляете, они не как мы. Они с тяжелой снарягой вот этой старой. Никаких на картах вообще ничего нет. Вот, ну, озеро отмечено, они там идут по наитию, да. Просто я вообще не представляю. Этих людей просто расцеловать надо, мне кажется, которые вот это открывают все.
Как они это вообще? Мне кажется, столько людей погибло, открывая вот такие какие-то места. Потому что, ну как тут не погибнуть? Тут все что угодно может случиться. И звери, камень, и все на свете, и холод резкий. Короче, я в восторге от таких людей, я очень уважаю таких людей. Сейчас, конечно, озеро не выглядит таким красивым, солнце уже что-то его там скрыло, какие-то тучи налетели, не дай бог дождь будет. Вот, и, короче, свет другой, может завтра утром будет по-другому, будет больше красиво. Я даже не знаю, как к озеру подойти, чтобы искупаться. Вообще не нашла я тут нормальных мест, все места очень далеко от воды. Еще вот в таком виде, в шлепках спуститься бы по этим курумам к воде. О, как всегда, вода ледяная. Но знаете, оно было гораздо леденее, когда я тут купалась со льдом. Сейчас вот хотя бы возможно стоять. Я сейчас даже еще немножко обмоюсь. Но, блин, холодно. Солнце уже все. За горой считай, что на верхушке еще есть, а тут уже нет солнца. Ой, вы не представляете, как же классно. Ё-моё, слепни бы еще только вот не летали, не кусались. Я прям такая голышом и поднялась, и даже не стала вытираться. Тут вот еще солнышко, но оно все уже, сейчас вот скроется. И ну, чуть-чуть холодно, но так приятно после вот такой долгого такого перехода. Представляете, как я устала, вся спотела, вся соленая. Блин, слепни мешают, только единственное. Вот, и искупалась в озере, так классно вообще. Я вся потом в камеру выключила, хорошо обмылась. Без мыла, без всего, но соль хоть всю эту смыла. Вообще голову несколько раз окунулась. Блаженство. Я теперь себя ощущаю все равно нереально чистой. Чистой во всех смыслах, понимаете, в таком озере искупаться. Вот с таким видом у меня получается палаточка стоит. Просто шик. Вот сейчас, кстати, солнце ушло, и озеро совсем другие краски показывает. Отражение снежное. Класс, красиво. Ой, мне очень нравится. А так солнце засвечивало, и вот этой красоты было не видно. В общем, с таким видом у меня палатка стоит. Я все разложила. Я, кстати, поставила прямо на ягель. Немножко наклон, но ничего страшного. Зато озеро рядом, вот, в принципе, ну, спускаться надо, но это вот самый оптимальный вариант. Так, я сразу скажу, что у меня будет на ужин. Я съем крем-суп с грибами. Печень тресковых у меня вот такая есть. Ну, лучок, как всегда, майонезика чуть добавлю. Ну и потом еще чайку выпью или цикория. Там у меня сушки есть, конфетки есть. В общем, так вот. Такой у меня ужин будет скромный. Я, кстати, знаете, хоть и без мыла, без всего помылась, голова довольно чистая. Вот в таких озерах вообще прям хорошо отмываешься, даже без всякого шампуня, без мыла, без всего. Просто хорошенько пошоркаешь голову, хорошенько тело вот потрешь, и все, и весь чистенький, обновленный. Такая красота у меня, вот такая палатка. Я сейчас буду вечеровать. Время уже 9 час, а я еще только кушать собираюсь. Пока сейчас нагрела, пока заварила. И вот стою, смотрю на озеро. Там вот вода сбегает, вон там. Такие прям видно подтеки. И прям слышно, как это снега вот эти верхние тают и бегут. Думаю, даже слышно на камере. Ну вот стою, это все слушаю, наблюдаю. И думаю, что нет, наверное, все-таки правильно, что я пошла таким кругом. Потому что я бы вот там поверху шла. Здесь такой огромный снежник. Непонятно, прошла бы я его, не прошла, где там проходить, может за ним обходить. Ну, это непонятно. И я смотрю, я, конечно, помню, что здесь вот я спускалась где-то, но тут очень сложный рельеф. И не факт, что я быстрее бы пришла. Даже если, судя по карте, кажется, что ближе. На самом деле, ну тут капец.
И сверху уже не видишь, где лучше спускаться. Это вот сейчас отсюда смотришь и думаешь, ну вот там бы я пошла, вот там бы. А когда ты сверху стоишь, ты не видишь, не понимаешь, где идти. И там такие вот эти камни, курумы. Поэтому я думаю, наверное, даже я правильно пошла кругом. Все-таки так оптимальнее. Вот такая красота вечерняя. Мухи, правда, всякие сплетни, слепни. Но прекрасно. Я стою, наслаждаюсь, смотрю вот на это все прекрасное озеро атласное. Называется оно Атласное. И просто радуюсь, что я здесь одна, что мне тут хорошо, и что вот так все сложилось как-то. Доброе утро, земля. Посмотрите, какая красота, какая прелесть. Сегодня пасмурно, тучи ходят, возможно, дождь будет. Озеро вообще прекрасно с утра. Такое отражение, оно прям чистое, прозрачное и прям полностью отражает все вот в себе, как зеркало. Каждый камешек, каждую гору, снег, все видно в отражении. Так здорово. Я хочу сейчас с утра прям пойти искупаться. Еще время 6:30. Я уже проснулась. Кстати, у меня тут багульник цветет прямо у палаточки. Вот такой красавчик. Еще не отцвел здесь. Куст такой прям. Прямо у палатки. Идем купаться. Будет бодрое утречко. Надела только кофту, иду голышом. Кстати, кофта такая классная. Тоже в магазине Покров покупала. И бренд Росомаха, естественно. Кому интересно, спрашивайте в комментариях. Ой, блин. Можно даже в другой город заказать. Ой, снимать не могу ниже, потому что я голышом. Ой, блин. Камни тут шатаются. Вот это бодрая утречка, так бодрая утречка. Ой, я уже не знаю, который раз захожу. И уже без камеры несколько раз. И солнце, смотрите, вышло, тучи ушли. И знаете, появляется такая рябь уже на озере. То есть оно уже не такое, а уже отражения такого нет. Как хорошо, что я так рано встала. И вот именно с таким отражением успела его снять, красоту эту увидеть. Сейчас уже...
Офигеть. Вот он камень. Я на маршруте, ну только вышла. И просто слушаю грохот. Думала сначала гроза, что ли, началась. И вижу, камень падает. И прям вот включила, когда он уже полетел. Вот так вот опасно бывает. Представляете, там вот снежники, да, и может быть и даже из-за них вода подтекает. И вот так вот можешь там идти, и вот такая вот фигня случится. Это капец. Это хоть где может случиться. Такой каменюка полетит, мне кажется, там особенно вот очень сложный рельеф, там и отскочить ты не успеешь. Капец просто. Как все-таки рододендрон приспосабливается расти на любых поверхностях. Кусок выступ скалы, немного мха, ягеля, и все. Такой куст растет. И тут более яркие цветы, они, правда, уже, можно сказать, отцвели. Ну, такие поярче, чем я до этого снимала. Это не я этот камушек уронила, честное слово. Я уже на маршруте. Я сегодня сильно не буду снимать. Я, наверное, дойду до скал. И там уже немного поснимаю. Сегодня у меня такая короткая съемка будет. Из-за того, что сэкономить надо энергию на заряд, короче говоря. Такой снежник огромный просто внизу горы находится. Это вот гора Алат, которую вчера я переваливала, только я переваливала где-то там, с той стороны. Озеро осталось где-то там. У меня сначала что-то карта подводила. Я уже даже, я-то так-то примерно знаю, куда идти. Но думаю, сегодня, ладно, я схожу так, без карты. А завтра-то, я там ни разу не ходила. Вообще не помню, ходила я в прошлый раз там или нет. В общем, я не знаю той местности. Не дай бог, будет карту глушить, как я пойду. Обратно-то таким же путем мне охота выходить, которая мне пришла. Хочется круг завершить. Вот. Ну, вроде все нормально сейчас с картой. Все наладилось. Надеюсь, и завтра будет все хорошо. Вон какие виды сзади. Вообще. Ну вот, я практически дошла. Так называемый камень. Как можно скалу огромную обозвать камнем? Почему название не у всех скал, интересно? Ничего не придумали. И все скалы здесь, которые без названия, всех обозвали просто камень. Вот камень, я понимаю. А это скала. Это вот просто он на первом плане, поэтому кажется большой. Эта скала огромная. Сейчас ближе подойду. Такая скала огроменная, просто стена.
Видать, ни на кого не похоже, поэтому название не дали. Вон там камень лежит сверху, как будто сейчас упадет. И снежники так смотрятся здорово. Все, иду сразу к следующей стене. Вот такой мощный Титаник. Я так понимаю, это нос. Вот с этой стороны подсветка другая. И сразу его видно, освещает полностью. Но теперь я вижу, что это одна скала, а вот тут вот типа разделена, но она все равно в соединении, как слепленная. Поэтому это Титаник, атласная стенка, в общем. Два названия у нее получается. А вот там просто камень. Вот там дальше просто камень, а там улитка. Вот такой он, Титаник этот вблизи. Такая у него скала. Тут на Кутурчине все такие скалы. Интересные, слоистые. Смотрите, как кедры прижались к скале, а некоторые даже в самой скале растут. Тот, кто прижался, им полегче, наверное. Потому что они стоят, когда вот на таком пустыре они сильно не вырастают. Ветра, снега губят. Видите, нету кедра, все такие ломаные. А кто прижался, тот побольше. Тому полегче немного. Так хорошо на улице вообще. Вот эти вот мошкара, они все в глаза летят, приходится в очках ходить. Но когда ветер сильный дует, их сдувает, и они на время отстают. Как будто груду камней кто-то сложил. Здесь такими толстыми слоями, тоже как блинчиками, а там более круглые камни такие. Такой вид позади меня остается шикарный. Ну вот я и дошла до скалы Улитка. Это заключительная скала на сегодня. Прошла я такой круг. Вон там где-то скалы эти. Титаник, он немножко торчит. А начала еще дальше за ним. Я начала от озера, получается, вот такой круг огромный сделала. Вот так через все. И вот дошла до Улитки. А от Улитки потом куда-то туда пойду. И вот там где-то озеро. В принципе, все от озера не слишком далеко находится. Получается, от озера вот весь этот круг, ну, где-то километров 5-6 все вместе. Но это так примерно, я посчитала. Потому что я треки всякие не пишу, я же по наитию хожу, по крайней мере, сейчас, и заглядываю в карту, чтобы главное идти до этой точки. Интересно, так сдалека она смотрится, как улитка, да, вот это вот панцирь, а это типа рожки. А на самом деле это две отдельные скалки небольшие. Когда близко подходишь, видно, а сдалека как улитка кажется.
представляете, вот это такой широкий проход между этими скалами. А сдалека кажется, что это одна скала. Такой интересный момент. Так выглядит с другой стороны эта улитка. Совсем не улитка, а просто скала. Как крепость какая-то. Вот и моя палаточка уже виднеется. Осталось только по Куруму пропрыгать. Можно низом пройти, но я уже наверху, поэтому здесь пойду. Вот так я спряталась почти в конце озера. Мою палатку не сильно-то и заметно. Озеро очень длинное, очень большое. И конца его с этой стороны не видать. И вот это вот все отгораживает меня от тех людей, которые там стоят в конце озера, там далеко. Поэтому их и не слышно, и не видно. И они меня не слышат и не видят, и я их не слышу, не вижу. Такое озеро атласное, немного сверху. Отсюда видно хорошо. И моя палаточка. Вот это я намылась. Я конкретно намылась. Я тут уже, не знаю, час, наверное, булькаюсь. Уже замерзла. Зато я так хорошо помылась. Я набрала бурдюк воды, намылила голову, отошла, промыла. Тут вся помылась, обмылась от пота, от соли. Вообще классно. Все постирала и вот так развесила на кедрике. Уж попросила у них прощения, чтобы они потерпели. Мои вещи подержали. Надеюсь, ветром не унесет, потому что ветер такой приличный, порывистый. Ой,
Похолодало. Я все вовремя сделала. Даже не сравнить. Утром было прям жарко. Душно было. Наверное, все-таки дождь будет. Все везде затянуло вообще. Черное небо, солнце не светит. И ветер, и холодно. Надеюсь, мои вещи успеют высохнуть. Я после помывки вообще вся замерзла. Меня всю трясет, колошматит. Я сейчас буду одеваться потеплее. Вот от этого. Такие же штаны надену. И теплую кофточку. Бирюзовенькую, красивенькую. А в этой ветровочке мне прохладно. Время 25-го. Вообще погода изменилась прям резко. Похолодало. И вода даже, смотрите, какая стала. Рябь, никакого отражения. Ее прям несет, она бьется о камни. Вон прям видно, ветер дует, и вон такие полосы. Воду несет ветром. Хорошо, что я взяла вот эту вот теплую кофточку, кофта-куртка. Она вот тут не продувает, и на спине такая же вообще классная. Тут такая мягенькая, приятная к телу. У нее тоже есть 2 кармана по бокам. Для меня карманы это очень важно. И капюшон есть теплый, утепленный с начесом. Одежду я уже говорила, приобретаю в магазине Покров. Бренд это их собственный, Росомаха. Мне очень нравится. Такая хорошая, красивая, качественная одежда. Время 9 час. Я вот все время лежу. Ну, я кушала еще 2 раза. Вот. Чай пила. Так у меня одежда досыхает. На улице дождь. Вообще все потемнело резко. Я думаю, сейчас у нас нормальная гроза начнется. Я, наверное, сегодня пораньше лягу спать. В общем, я такая молодец, что я сегодня так рано встала и успела в раздевалку сходить. И часа в 3 я уже была в лагере, в палатке. Вот. И я успела и помыться, и постираться, все сделать. И только я покушала, вот, да, когда я снимала последний раз, залезла в палатку отдохнуть, и пошел дождь. Сначала маленький шел, а сейчас вот такой здоровенный, ну, хороший такой дождь идет, все потемнело, то иногда сверкает, там гремит. Вот, и я думаю, это надолго. Такие дела. Сейчас мне еще надо как-то зубы умудриться почистить. И буду спать. Так что всем спокойной ночи, до утра. В общем, дождь лупил так сильно, как из ведра. Я думала, господи, только бы палатка выдержала. Сейчас чуть-чуть меньше стал. Я быстро выскочила зубы почистить и в туалет. И вот такое творится. Дождь еще идет, но вот такой помельче, чтобы выскочить можно. Витрина сильная вообще. Погода прям очень сильно испортилась. Палатку рвет и мечет. Меня трясет. Все, залазить надо и спать.